Итак, всем привет, меня зовут Олег Савченко, и сегодня я решил выпустить такой необычный ролик для своего канала, в котором я буду рассказывать про разработку мобильных приложений. И сегодня мы будем делать такой интересный проект, как задув свечи, то есть мы будем задувать свечу с помощью нашего динамика телефона, вот так вот. Также хочу сказать, что какие-либо знания и практические знания вам не нужно иметь о программировании и разработке мобильных приложений. Я постараюсь объяснить максимально понятно, да? И чтобы даже люди, которые вообще не в теме, могли понять то, что я сегодня буду говорить. К слову, прошу прощения за звук, поскольку использую не самый качественный микрофон, он тоже будет, скорее всего, не самым качественным. Ну, а так предлагаю приступить. Возможно, вы уже знаете, что мобильные приложения, они разрабатываются в определенных программах также. То есть вы открываете программу, пишете в ней код для приложения, и все работает. Да? Ну и сегодня нам также понадобится такая программа. Она называется Visual Studio 2019. Сейчас вам покажу ее. То есть Visual Studio 2019. Вот такая вот программка вам понадобится, да. И я использую лично Community Edition, да, то есть для широкой публики, скажем так, эту программу. Она абсолютно бесплатная, вы можете ее без проблем скачать и использовать. Также, когда вы скачаете эту программу, у вас будет вот такой вот Visual Studio Installer, да. То есть он установит вам эту программу, и также в нем сразу же можно выбрать, что вы хотите использовать в этой программе, то есть какие действия эта программа должна выполнять. Например, вы хотите на ней писать код на Python, да, вот галочку можно поставить, или писать на C++, это все языки программирования, если кто не знает. Или, например, разрабатывать мобильное приложение, вот это вот нам сегодня и понадобится. Mobile Development with.net. Тут мы ставим галочку, да, нажимаем либо Modify, либо Install, что-то из этого, точно не помню, и у вас все устанавливается. Все должно пройти без проблем, тут настолько все просто, что никаких проблем даже в теории возникнуть не должно было бы. Сейчас можем закрыть этот инсталлер. Допустим, вы открыли программу, да, Visual Studio 2019. К слову, можете использовать и другую версию, например, 2022. Просто я предпочитаю 2019. И также хочу добавить, что рекомендую вам поставить в этой программе английский язык, так как если у вас возникнет какой-то вопрос или ошибка, вы можете просто эту ошибку, например, скопировать, да, на английском и вставить в поиск, и вам выбьет кучу результатов. На русском языке не так много контента по разработке мобильных приложений с помощью Visual Studio, да, поэтому я рекомендую использовать именно английский язык. Хотя сегодня такое время, когда можно использовать ChatGPT, но все же я считаю надежней источники, которые использовались до этого. Ну, что-то я забежал далеко куда-то в сторону. Предлагаю начать. Значит, вы открываете эту программку и нажимаете Create a New Project, то есть создать новый проект. В этом вам нужен проект для разработки мобильных приложений, поэтому вы прописываете Mobile App, да, я вот уже прописывал. Mobile App вы пишете, и вам выбивает Mobile App в скобочках Xamarin Forms. Нажимаете Next. Тут вам предлагают ввести имя. Ну, я обычно ввожу имя по сути проекта, да, то есть если это приложение для задува свечи, как мы сегодня будем делать, то назовем его Candle Blow, то есть задув свечи, да. Ну, вообще его сделал, я это приложение уже написал, то есть этот проект создал уже, да, поэтому я не буду его заново создавать, я просто показываю все этапы. То есть называете его, например, Candle Blow, выбираете, где он будет сохранен, этот проект. Тут можно нажать кнопочку Browse и выбрать, куда хотите сохранить. И также не забудьте нажать галочку, вот это вот Place Solution and Project in the same directory, поскольку если вы ее не выберете, то файлы проекта сохранятся в разные места. Нас интересует, чтобы все было в одном месте, то есть весь проект, все его файлы сохранились в одном месте. И далее нажимаете кнопочку Create, вот это вот. Тут нужно просто выбрать другое место сохранения, например, на рабочем столе выберем, поскольку в той папочке уже существует такой проект, ничего страшного.
Нажимаем Create, выбираем Blank. Blank это стандартное приложение, то есть будет одна страничка какая-то с парочкой надписей, возможно, картинок и все. То есть, чтобы много всего не создавать, да, то есть не создавать какое-то приложение с кучей страниц, потом эти страницы удалять, мы создадим самое элементарное приложение, да, и его будем редактировать как бы под себя. То есть разработка мобильных приложений, она немножко напоминает разработку сайтов. Возможно, кто-либо из вас с этим знаком, да, то есть я все покажу, вы все увидите. Далее тут есть надпись I plan to develop for Android, iOS и также Windows UWP, то есть это Windows Phone. Это старые модели, у меня не установлены. Нас сегодня интересует только Android. iOS девайсов у меня, к сожалению, нет, поэтому на них я ничего показать не могу и протестировать тоже. Далее нажимаете Create, и у вас создается новый проект. Я его уже создал. Да и в принципе приложение уже тоже написал. Сегодня просто вам все детально буду показывать. Когда вы создадите этот проект, у вас будет вот такие вот два файлика. Да, с названием вашего проекта и с названием вашего проекта .android. Что это вообще такое? Вот этот вот главный файлик, да, это так называемый главный класс приложения. То есть в этой среде разработки вы можете писать код на языке C#, да, сразу под несколько платформ. Например, Android, iOS и UWP, то есть Windows Phone, старенькие телефоны. И вы можете писать один код, и он будет работать на всех платформах. Вот в этом прикол, да? То есть общий код для всех платформ вы пишете внутри вот этого вот главного класса. Скажем так, то есть выбираете вот тут файлик, в котором вы хотите писать код, и пишете. К примеру, тут можно написать, мы будем писать здесь странички, да, для приложения. То есть странички для приложения это как бы вот такие вот, не знаю, как объяснить, ну, страницы, что ли, на которых располагаются всякие элементы. Да, то есть, например, кнопочка и так далее. Вот это вот. Так, я думаю, тут нужно выделение выбрать. Вот такая кнопочка. Или, не знаю, там ползунок, да. Вот это все, это графические элементы, которые располагаются на так называемых страницах, между которыми мы можем переключаться в приложении. Также, то есть, ну, и вот здесь вот мы пишем эти страницы, они общие для всех платформ, как правило, да. То есть вам не нужно писать для Android одну и ту же страницу и для iOS. Два разных кода. Вы пишете один, и он работает на всех платформах. Вот и все. Но если вам нужно написать что-нибудь специфическое для платформы, прописать какие-нибудь действия, да, чтобы именно конкретно, например, Android это выполнял, или получить какие-то значения, которые есть только в Android, то вам нужно работать с вот этим классом. .android, да. Название проекта .android. К слову, тут должен быть candle blow, да, чтобы было правильно, но я чего-то выбрал такое название проекта, видимо, опечатался. Ну ничего. В общем, насчет этого, я думаю, вы поняли. Также покажу, что у вас будет тут изначально. У вас будет изначально dependencies, вот это bin, main page, app XAML и assembly info. Ничего остального, ничего другого у вас не будет. В Android все неизменно, у вас должны быть вот такие вот файлы проекта, как и у меня в точности. Если вы, конечно, все собрали правильно. То есть создали проект правильно. Далее я предлагаю немножко рассказать подробнее про вот эти всякие странички приложений, про код и так далее. То есть сегодня мы будем работать с двумя вещами. Сейчас я вам их покажу. Первая вещь – это так называемый класс. То есть это элемент, в котором мы просто пишем код. Прямо он никак с пользователем не взаимодействует. Это так вспомогательный элемент, в котором хранятся, возможно, какие-то значения или что-то делается и так далее. И также content page. Content page – это такой элемент, с которым пользователь прямо может взаимодействовать. То есть content page, то есть страница с каким-то контентом. Она состоит, эта страница, вот у меня, например, возьмем тот же app, да, вы можете, если вы создали проект, открыть его. Например, XAML вот так вот открываете, да, и тут есть два файлика, XAML и CS, XAML CS, да. XAML это графическая часть, то есть язык XAML, он используется для создания интерфейса. То есть тут вы прописываете, как вы будете располагать кнопочки, какой будет задний фон, какой будет как бы цвет текста и так далее. То есть это графическая часть.
.xaml. .cs же, это, например, это всякий код для, например, той же самой кнопочки, да, которую вы создали. То есть app.xaml это как бы ваша кнопочка, да, которую вы сделали. Я не знаю, тут кнопочек, судя по всему, нет. Да, их не вижу, по крайней мере. Но если бы она была, то здесь вы прописали бы, например, да, button, вот так вот, да. И в CS уже прописали бы логику для этого button, то есть для этой кнопочки. Да, что она будет делать, куда вас будет переключать. Но, в принципе, вот больше ничего такого тут нет. То есть два файлика, один графический, один для кода, и все. Также, к слову, немножко о самом вот этом app, зачем он нужен. App — это как бы основной класс приложения, да, то есть он отвечает за основные действия приложения, в частности, за его запуск, закрытие и так далее. То есть, если вы свернете приложение, что-то произойдет, да. И, например, если вы запускаете приложение, то здесь вы можете прописать, например, в коде то, что будет происходить при запуске приложения. Например, я не знаю, там выскочит какое-то уведомление, да, то есть можно это прописать. Ну и так далее. On start, on sleep, то есть при открытии приложения, то есть при старте его, при сворачивании on sleep, ну и так далее. То есть можно прописывать код для разных так называемых этапов жизни приложения, то есть что с ним происходит. Также в этом классе app, то есть вот этом элементе app, да, вот это после initialize component, у вас должна быть вот такая строка, это обязательно она должна быть, проконтролируйте, чтобы она у вас была. Main page равно и так далее, да, в скобочках должно быть тоже main page. Как бы эта строка отвечает за то, чтобы при запуске приложения вас перекинуло на какую-то страничку. То есть, как я говорил, да, тут есть какие-то странички, да, в приложении, и, например, вас должно перекинуть на вот такую страничку с кнопочкой Start, да, то есть, чтобы вы запускали приложение, сразу же открывалась эта страничка, и на ней была одна кнопочка Start, вы на нее нажимали, и вас переводило на вот эту вот вторую страничку. То есть, начальная страничка будет вот эта вот с кнопочкой Start. И вот здесь вот мы main page, то есть, которая у вас уже должна быть при создании страницы, мы будем использовать как начальную страницу. То есть main, главная page страница. Вот. И на ней будем располагать элемент кнопочки Start. Поэтому предлагаю перейти непосредственно... Ладно, хотел перейти к main page, но немножко подумал и решил сначала показать вам класс. То есть я показал вам, что такое content page, то есть страница с контентом, которая состоит из двух элементов: графической части и программной. Теперь покажу класс. Класс — это как бы, это чисто программная часть. То есть здесь вы чисто будете писать код, который прямо не будет взаимодействовать с человеком. То есть это как content page, то есть, но без графической части. Вот так вот. К слову, тут мы уже начинаем на этом этапе работать с кодом, да, то есть вот прямо сейчас. Но перед этим вам нужно кое-что сделать. То есть, чтобы у вас все работало, вам нужно сделать такие вещи. Мы переходим в вот это вот Candle Blow Android. То есть нам сейчас понадобится узнать в нашем коде уровень громкости на нашем телефоне, да. Но проблема в том, что в главном классе приложения мы не можем использовать функции, специфические для Android. Функции, специфические для Android, как правило, находятся в классе для Android. То есть вот так вот. И сейчас нам нужно как бы этому главному классу приложения разрешить использовать функции конкретно для Android. Вот так вот. Что вы делаете? Вы нажимаете References, тут находите mono.android. Вот это вот. Вот оно. У меня это 4 сверху. Нажимаете на него. Сейчас немножко подождем, пока оно запустится. Первый раз оно так, возможно, долго будет запускаться. У меня даже подзависло чуть. И вот вы открываете Mono Android, и у вас тут есть путь. Берете этот путь, копируете, да, вот так вот, Ctrl-C. Закрываете успешно это все. Пока что Android вот этот тоже закроем. Переходите в Dependencies. Тут Add Project Reference, да. Нажимаете Browse.
И тут вставляете ссылочку, и у вас будет вот это mono Android DLL, и нажимаете «Добавить». Все. То есть, по факту, этими действиями мы разрешили главному классу приложения использовать функции Android. После этого вы в CanvasBlow, вот этом своем приложении в главном классе, добавляете еще один участок кода, как бы, то есть класс, в котором мы будем писать код. Да? То есть какой-то элемент, содержащий код, мы добавляем. Я его назвал extern data, то есть внешние данные. Вот я его уже создал. И здесь нам нужно прописать using android.media, то есть используем аудиосистему Android. Да? Вот это у вас уже будет, то есть вот эти две строки. И внутри нужно прописать следующую строку. То есть вот такой вот. Сейчас мы разберем, из чего она состоит. Public означает, что этот код, который будет дальше, можно использовать в любых частях приложения. То есть мы можем использовать код дальше, как бы в любой части приложения, как я уже сказал. Static означает, что код дальше будет как бы неизменным, вот так вот. Точнее, менять-то его можно, но во всех частях приложения, где бы мы его не использовали, он будет неизменным. Сохраняет он свое значение. И Audio Manager означает, что код дальше, то есть элементы после этого будут содержать как бы какие-то функции для работы с медиасистемой Android. То есть что такое медиасистема Android? Это получение, например, уровня громкости, который нам понадобится. И дальше идет объект, вот это вот Audio Manager. То есть с помощью вот этого объекта мы сможем получать и устанавливать значения как бы звука. Да? То есть я тут прописал get, получить значение, set, установить значение. То есть что эта строка по факту делает? С помощью нее мы можем установить значение звука и получить значение звука. Возможно, что-то я сказал, конечно, неправильно, и меня разработчики мобильных приложений забьют камнями, но в таком случае прошу прощения, но главное, что суть вы поняли. То есть public публичная, static статическая, то есть сохраняет свое значение. Audio Manager это значит, что мы будем использовать какие-то функции для работы с аудиосистемой. И дальше создаем объект, с помощью которого мы будем как бы вызывать функции вот эти вот работы с аудиосистемой. Примерно так. Далее можем этот класс закрыть. И дальше переходим в Main Activity для Android. Это тоже мы закроем пока что. Main Activity, то есть главную активность. Main Activity отвечает за работу, за нормальную работу Android. То есть это такой автоматически написанный код, который что-то выполняет. Не пугайтесь, что тут куча всего. Главное, что вам нужно после фразы, я называю их фразами, там, после строки, скажем так, load application, написать две строки. Сейчас объясню, что они значат. Audio Manager Audio, то есть мы создаем еще один объект, который будет хранить в себе функции для работы с аудиосистемой Android. Далее мы разрешаем ему как бы использовать эту функцию, то есть этот объект получает возможность использовать эту функцию с помощью этой строки. Вот этой вот. И дальше мы нашему объекту, который находится в extern data, то есть вот этой, я назову, переменной, которая находится в extern data, то есть мы разрешаем использовать те же самые функции, что и аудио. То есть вот таким обходным путем мы как бы разрешаем вот этой переменной, то есть вот этому объектику, использовать функции аудиосистемы. Вот так. Также тут нужно добавить вот такую строку, чтобы вы смогли как бы запросить разрешение на аудиосервис, то есть аудиосистему. Вот. То есть по факту таким обходным путем, что мы сделали, мы в классе externData создали объект, с помощью которого мы сможем работать с аудиосистемой приложения. В этом случае она нам понадобится только для того, чтобы получить уровень громкости и установить его. Вот и все. То есть, возможно, это было сложно, но дальше будет легче. То есть, если, например, ничего не было понятно, вы можете либо задать вопрос в комментариях, либо спросить у GPT, загуглить, либо просто забить и переписать все как есть. Да.
как я люблю делать. Но, в общем, окей. Пока что с Android этот мы трогать не будем. Настоятельно рекомендую в главном классе приложения добавить new folder, то есть новую папку, и назвать ее Pages, да, Pages. Вот так. У меня тут выскочила ошибка, потому что такая папка уже существует. Но вы создаете, да, и в эту папку Pages добавляете main page, который у вас уже есть, и также нажимаем правой кнопкой мыши «Добавить», новый объект, и создаем еще одну страничку. То есть наше приложение будет состоять из двух страничек. Главной, на которую мы будем заходить при запуске приложения, и второстепенной, на которую нас будет перекидывать после главной странички. Значит, вторую страничку называем Sound Generator, то есть генератор звука. Ну, соответственно, ее название страницы должно соответствовать тому, что она делает. Sound Generator, да. И после этого нажимаем кнопочку Add. Да. У меня она уже создана, поэтому мне этого делать не нужно. То есть, что мы имеем на данный момент? Мы имеем папочку с двумя Content Page, Main Page и Sound Generator. Участок кода, то есть класс, в котором прописан некий код. И, в принципе, все. То есть, теперь можем перейти непосредственно на разработку интерфейса приложения и его логики. Нажимаем Main Page. Тут немножко может быть страшный код, да? Но на самом деле ничего страшного. Как я уже говорил, Main Page это Content Page, то есть страница, которая содержит какой-то контент. И вот эта вот часть, которая отвечает за интерфейс данного приложения, то есть данной странички. Сейчас мы подробно разберем, что тут происходит. Изначально мы говорим, что это будет Content Page. Это стандартный такой шаг, дефолтный. Это у вас уже будет создано, скорее всего, автоматически. И тут мы прописываем, что мы будем использовать для этой странички. Тут вы просто пропишите то же самое. Это также все стандартные шаги. И дальше я решил лично прописать, чтобы на этой страничке вот наш задний фон был черным, поскольку, я думаю, что это будет выглядеть наиболее эстетично. Далее у нас идет так называемый Stack Layout. Сейчас объясню, что это такое. Значит, Stack Layout – это такой элемент, который позволяет нам располагать элементы странички друг за другом. То есть, например, сначала идет ползунок, потом какая-нибудь надпись, потом набор кнопочек, еще одна надпись, да, и так далее. Они идут друг за другом, как стопка монет. И то есть мы объявляем возможность создавать как бы эту стопку монет из элементов. Далее внутри я сделал еще один Stack Layout. Это создано чисто для того, чтобы вокруг кнопочки Start вот этой вот появилась как бы такая рамка, да. То есть вы можете заметить, что участок участок экрана возле этой странички, возле кнопки, он немножко другого цвета, чем участок подальше от этой кнопки, да. Поэтому это создано чисто для как бы более красивого дизайна, и все, скажем так. Так, давайте это свернем, чтобы было удобно переключаться вот так вот между страничками. Далее мы тут объявляем button, как я показывал, если не ошибаюсь, изначально, да. То есть мы создали кнопку вот такую вот в этом приложении. То есть мы сказали, что первой монеткой в этой стопке будет кнопка. Ее имя будет Generate Sound Button. Не знаю почему, я забыл ее переименовать, но в общем имя есть имя. Оно используется только для того, чтобы в коде, то есть когда мы перейдем в код, чтобы мы смогли обращаться к этой кнопке, да. То есть Generate Sound Button, да, и что-то с ней делали, да, с этой кнопкой. Вот для этого используется имя вот этого вот графического элемента. Далее текст, старт. Текст это понятно, просто текст, который будет располагаться на этой кнопке. Далее так называемое событие идет, то есть создается функция, которая будет что-то делать при нажатии на эту кнопку. То есть вот у нас в бэкэнде, то есть в коде в основном есть функция, вот oscillator clicked, которая вот здесь вот создана в принципе. То есть при нажатии на кнопку будет вызываться эта функция, и внутри этой функции происходит некий код. То есть какие-то действия происходят. Далее мы устанавливаем задний фон вот этой вот кнопочки.
это стандартный фон в Xamarin, то есть в среде, которую мы разрабатываем, он такой голубоватый. И дальше идет text color, то есть цвет текста. Я выбрал белый, самый стандартный. Вот и все. Теперь перейдем... И, кстати, ну, это, конечно, я думаю, понятно, но как бы для дизайна я также установил задний фон этой кнопочки Lavender. Это красивый такой цвет. И padding, то есть отступы от краев странички я сделал по 10. То есть что такое отступы? Ну, как вы видите, да, наверное, сейчас я выберу вот такой элемент. Отступы, ага, он черный, отлично. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Вот цвета, красный, да, выберем. Черный мы отменим. Рисуем красный, как вы видите, вот тут есть кое-какой отступ. Вот такой вот, небольшой, да? То есть, если бы мы не прописали вот это padding, его бы не было. То есть, это тоже создано чисто для дизайна. Вот так. Вот и все. Касательно первой странички интерфейса мы разобрались. Переходим в код. То есть, как я уже говорил, тут есть какая-то функция, которая возникает при нажатии на кнопку. Она называется вот так вот, осциллятор, точнее это событие при нажатии на кнопку. То есть, что будет происходить? Значит, это событие асинхронное, то есть асинхронное означает, что оно не будет задерживать ваше приложение, пока оно будет работать. Это создано чисто, чтобы оно работало плавно и вы не ждали много времени. Далее мы говорим, что создаем как бы новую страничку, Sound Generator, то есть мы создаем вторую страничку, на которую мы будем переходить, да. Затем эту кнопку нашу отключаем, то есть мы нажали на кнопку, да, и чтобы пользователь много раз не нажимал на одну и ту же кнопку, то есть много раз не возникало каких-либо ошибок в приложении, мы эту кнопку отключаем. То есть вы нажали один раз и все, она отключилась. Далее выполняется переход на следующую страницу, вот так вот. А затем кнопочка на этой странице, она снова как бы возобновляется, то есть на нее снова будет нажать. То есть мы сначала отключаем эту кнопочку, переходим в следующую страницу и эту кнопочку включаем нашу. Вот эту вот кнопочку старт. Да? То есть зачем мы это делаем? Чтобы если мы вернемся со второй страницы на предыдущую, вот эту стрелочку нажмем. Эта стрелочка, кстати, автоматическая, вам ее прописывать не нужно. Если мы нажимаем эту стрелочку, то мы возвращаемся на эту страницу, да? И чтобы эта кнопочка была активирована, нам нужно прописать вот это. Вот и все. Значит, надеюсь, что с первой страничкой мы разобрались, все в порядке. Хотя бы основную суть вы поняли, что мы нажимаем на кнопочку и перескакиваем на вторую страничку. Вот так вот. Далее нам нужно создать интерфейс для второй страницы. Значит, что мы делаем? Закроем данную страничку, хорошо сказал. И открываем вторую, Sound Generator. Значит, тут уже у нас немножко посложнее. Сейчас сделаю вот так вот, чтобы было понятней. Значит, у нас также будет content page с каким-то контентом, да, страничка. То есть ее задний фон будет черным, я прописал это. И также нам нужны будут некоторые библиотеки, чтобы все корректно работало. Сейчас я объясню, что такое библиотеки и как их добавить в проект. Библиотека — это такой участок кода, который написал кто-то другой и выложил его в интернет, чтобы вы могли его просто использовать и не писать самостоятельно. Вот так вот. Ну, это так, грубо говоря. Значит, как добавить и какие библиотеки добавить в проект? Да? Значит, я сделал, во-первых, мой код будет доступен в описании, да, то есть вы можете перейти его спокойно скачать вместе с приложением, и все будет работать, надеюсь. Да, и библиотеки, которые нужно установить, я как человек, который любит все делать через сами знаете что, как бы вот эти библиотеки прописал прямо в коде. То есть вам нужно установить вот эти вот все библиотеки. Skia Sharp, вот это вот и так далее. То есть, обычно никто вот эти вот действия, то есть не прописывает, что нужно установить библиотеки прямо в коде. Обычно есть какой-то текстовый файл в проекте, в котором описано, что нужно сделать, какие подготовочные действия сделать для того, чтобы проект работал корректно, да. Но я это сделал прямо в коде. Как бы не профессионально, но главное, чтобы вам было понятно. Если вы смотрите этот ролик, надеюсь, что все понятно. Пока что.
Да. Далее, как бы есть вот эти библиотеки, да, которые нужно установить. Я сразу же написал версию, чтобы у вас работало все так же корректно. Например, нам нужна SkiSharp, да, ViewForms. Библиотека для работы с всякими графическими элементами. Мы нажимаем правой кнопкой мыши на вот это вот как бы оранжевенький значок, да, solution вот это вот. Нажимаем Manage NuGet Packages, да, нажимаем. Ну, так как у меня нет интернета, сейчас я, к слову, его включу. И пока она подключается, вводим название. SkiSharp ViewForms, да. Вот, ищем в интернете, что у нас имеется. Вот есть 1.6.8.3, да, версия, которую нужно установить. То есть вы выбираете вот так вот сюда вот на проект ставите галочки, выбираете версию 1.68.3 и нажимаете Install. Все установится, все должно быть без проблем. Да? И также делайте с каждым проектом, с каждой библиотекой. В языке вот этой вот C# принято называть эти библиотеки Nugget пакеты, то есть я не разбирался, почему они так называются, я не профессиональный мобильный разработчик, да и вообще не мобильный разработчик, но как бы название есть название. И главная библиотека наша сегодня будет jbirdlabs.trip или grip, не знаю как правильно. Версия 0.7.1, ну тут все видно. Вот эта именно библиотека используется для генерации звуков, которая нам сегодня очень-очень понадобится. Да? То есть есть две библиотеки для работы с графической частью. Одна для генерации звуков, нет, точнее, и одна для генерации звуков, это как бы кастомная библиотека чья-то. И есть еще библиотека как бы от самого Xamarin, также для работы со звуками. Ну, если я, конечно, не ошибаюсь. По-моему, это от самого Xamarin. То есть от разработчика вот этой вот среды разработки Xamarin. Значит, немножко после того, как мы установили все эти библиотеки, открываем наш код, да, то есть код графической части. Как я уже сказал, у этого кода будет установлен черный задний фон. Также тут нужно прописать, что мы будем использовать библиотеку SkiSharp. Вот так вот это прописывается. Я не буду комментировать все, что тут написано, поскольку это не играет особой роли. Вот это две стандартные надписи, да. Прописываем, что, то есть прописывайте XL, вот это MLNS, двоеточие Skia, да, и равно, и прописывайте вот то, что написано здесь. И далее больше ничего добавлять не нужно. Далее переходим к самим графическим элементам. То есть вот наша вторая страничка, да. Что мы имеем? У нас есть также stack layout. Ну, content page, content, это мы указываем, что работа сейчас будет непосредственно с контентом, то есть с какими-то элементами графическими. Это не всегда нужно указывать, но я указываю. Да? То есть это настолько простое приложение, что просто указываем это и все. Далее идет stack layout, то есть стопочка монет, в которой располагаются какие-то графические элементы. Первый у нас идет слайдер, то есть ползуночек, да? Ползунок. Вот он, вот этот слайдер. Он нам понадобится для регулирования частоты. Далее у нас идет, то есть этот слайдер находится в своей коробочке, вот такой вот небольшой. Как вы видите, возможно, да, возможно, вы видите, надеюсь, что вы видите. Тут есть небольшое разделение, такое как бы фиолетовенькое. Я вроде не дальтоник, поэтому должно быть фиолетово таким серым каким-то. И это это разделение как раз создано из-за того, что мы добавили вот этот stack layout и сразу же его закрыли, и после него создали новый. То есть мы создали коробочку, и после нее еще одну коробочку. Вот так вот. То есть мы создали коробочку, объявили, что она вот здесь закрывается, как бы вот этот слэш это означает, как бы, ну, все, конец, мы с этой коробочкой заканчиваем работать на этом этапе и переходим к следующей. Далее что у нас идет? У нас идет stack layout, да, то есть коробочка, да, внутри нее еще одна коробочка. Тут у них какие-то дизайнерские части есть, также отступы. Margin, если я не ошибаюсь, это отступы внутри, то есть чтобы вот здесь вот было какое-то расстояние, то есть между вот этой вот надписью frequency и вот этой границей.
а padding это отступы между, например, двумя коробочками. То есть, ну, как-то так. Задний фон это понятно. И также мы говорим, что внутри этих коробочек у нас будет label, то есть надпись. Какая надпись? Frequency. Вот, текст задан. Тут также есть характеристики некоторые, они в принципе не важны. Затем мы говорим, что мы эту надпись создали, сразу же ее закрыли, да? То есть она просто у нас висит, это не объект, с которым мы будем как-то взаимодействовать, это просто графический элемент. И дальше идет grid. Grid, если я не ошибаюсь, дословно переводится как сетка. То есть, что такое сетка? Это такой элемент, с помощью которого мы можем располагать элементы друг возле друга. Как бы stack layout это как бы стопка монет, да? А grid это такой элемент, который позволит нам, например, в одну ячейку этой стопки впихнуть две монетки, да? То есть, поставить, вот, грубо говоря, две кнопки возле друг друга. Вот, то есть, как вы видите, вот я сейчас выделил, кнопочка Start находится возле кнопочки Pause, да? И плюс находится возле минус. Это все создано благодаря grid. Что находится внутри этого grid, прошу прощения. Значит, тут есть grid.column_definitions. Что такое grid.column_definitions? Это параметры ширины, то есть ширины колонны. Мы пишем, что часть кнопочек, вот, у нас будет как бы две строки, да, и каждая из строк, каждая как бы, немножко неправильно сказал, прошу прощения. То есть у нас будет в одной строке две кнопочки, и каждая кнопочка будет использовать одну единицу пространства. То есть благодаря тому, что мы тут указали неточный размер, например, там 150 пикселей, да, каких-нибудь пикселей, а просто указали звездочку, у нас как бы дизайн будет рассчитан в зависимости от ширины экрана. То есть вот эта звездочка означает, что мы используем одну единицу пространства. То есть берется вот это вот количество вот этих надписей, берется ширина вашего телефона, да, ширина нашего телефона разделяется на количество вот этих вот двух надписей, в нашем случае двух, и, соответственно, таким образом рассчитывается автоматическая ширина одной кнопочки. Вот, в принципе, вот эти вот 4 строки, они отвечают за ширину одной кнопочки. Далее у нас идет, как и следовало ожидать, изначально 4 кнопочки, да? То есть вот эти вот, то есть первая кнопка, она имеет координаты 0,0, то есть находится в самом левом углу. Вторая кнопочка имеет координаты 1,0, то есть 1,0, это значит, что что у нас получается, первая колонна, нулевой рядок, то есть вот нулевая колонна, вот первая колонна, вот нулевой рядок, да, вот первый рядок. То есть нумерация вот этих строк, то есть рядков элементов, она начинается с нуля. Вот. То есть 0,0 это вот, затем 1,0, то есть первый ряд или первая строка, нулевая строка, первый столбец это вот кнопочка и так далее. То есть каждая кнопочка имеет свою как бы координату, да. То есть надеюсь, что было понятно, если нет, то ничего страшного. То есть, например, у третьей кнопочки, да, у нас прописано, что у нее будет координата 0,1, то есть column 0, то есть колонна первая, row, то есть рядок или строка, это будет 1, то есть вторая. Вот. Первая колонна, вторая строка, то есть вот эта вот кнопочка. Вот так вот оно и прописывается. И так же само у нас создана четвертая кнопочка, имеет координаты 1,1, то есть располагается в крайнем правом углу. То есть это grid row и grid column созданы для того, чтобы располагать как бы кнопочки, как мы хотим. Далее в этом же гриде, не знаю, зачем я это оставил, но оставил, потому что мог, скажем так, да. У нас есть label, то есть еще одна надпись, вот это вот wave view, с текстом wave view, то есть представление волны, то есть мы будем генерировать какую-то волну, которая будет воспроизводить наш динамик и тушить свечку. И вот эта вот волна
она будет как бы отображаться еще на графике. Да? То есть у нас будет какой-то график, который будет отображать эту волну. И дальше у нас идет непосредственно сам график, то есть изначально мы пишем, что это будет wave view, то есть объясняем, что будет под этим, и дальше показываем, как будет выглядеть наш график непосредственно. Да. Наш график реализуется с помощью вот этого Skia Sharp, то есть графического элемента. Немножко про каждую кнопку. У первой кнопки есть событие clicked, то есть, как вы помните, возможно, с первой странички, вот это вот, мы нажимали на кнопку старт и переходили на вторую, да. Тут мы пропишем, чтобы при нажатии этой кнопки, то есть когда мы нажимали с помощью вот этой функции, начиналась генерация звука, то есть вот так вот. Для второй кнопки, то есть pause button, что нужно, чтобы при нажатии на pause button, да, генерация звука приостанавливалась. Затем plus frequency, это означает, что мы хотим прибавить частоту, да, то есть звук генерируется какой-то определенной частоты, то есть высокий, он низкий, типа более писклявый, более как бы грубый, я не знаю, как еще объяснить. И с помощью вот этого вот плюс frequency и минус frequency мы можем регулировать как бы частоту звука. Вот так вот. Изначально мы прописываем, что кнопки некоторые включены, некоторые выключены, то есть вот эта фраза is enabled, да, то есть включена ли, отвечает за то, включена ли кнопка. Вот. То есть, как вы видите, кнопка старт, например, более яркая, да, то есть она включена, как бы мы с ней можем взаимодействовать. Кнопка pause, она выключена, то есть пока что мы с ней не можем взаимодействовать. Но при нажатии на кнопку старт мы с ней также сможем взаимодействовать. Вот так вот. Почему это сделано? Потому что, ну, вы же не будете, например, если у вас не генерируется волна, то как вы как бы и генерацию остановите, да? То есть фактически взаимодействие с этой кнопкой на начальном этапе не имеет смысла. Поэтому мы ее включим после того, как начнется генерация звука. Вот и все. Ну и с остальными кнопками также, то есть тут есть is enabled, там всякие графические элементы, то есть закругление краев, corner radius, то есть видите, кнопки немножко закруглены, font size, то есть размер текста и так далее. И также хочу добавить, что есть события, ну, у прошлых кнопок были события clicked, у кнопок ну, вот этих вот plus frequency и minus frequency я клик не делал, то есть я разбил вот это вот клик, то есть обычное нажатие на два как бы этапа, да, то есть в среде разработки для мобильных приложений это можно делать. Pressed это когда мы нажали кнопку, и realized это когда мы ее отпустили. То есть клик вмещает в себя два этих этапа. То есть мы нажали и отпустили кнопку. Это означает как бы мы на нее кликнули, да, один раз. Pressed это означает, что мы нажали, но пока еще не отпустили. Realized означает, что мы ее отпустили, да, то есть она была нажата, мы ее отпустили. И в коде мы прописываем, что имя вот этого события pressed, то есть когда мы нажали, будет minus frequency pressed, да, то есть мы нажали кнопку минус частота или плюс частота, как вот плюс frequency. И когда мы отпускаем кнопку realized, у нас вызывается событие minus frequency, да, и как бы ну, в коде мы можем работать с этим событием, с помощью вот этого имени, да. В общем, я все покажу, вы не переживайте. И еще также хочу добавить, что в графическом элементе, вот это Skia Sharp, также есть функция Paint Surface. Она позволяет в моменты, как бы, когда что-то меняется, то есть какие-то данные меняются, сразу же отображать их на графике. Вот и все. Ну, а так, это было коротко о том, что здесь прописано. Ну, может, не слишком коротко, но я постарался, чтобы было коротко. И давайте разберем, например, все по порядочку, да? То есть, или не по порядочку, сейчас посмотрим, вспомним, что у нас в коде. То есть, изначально мы создаем как бы sound player, то есть, как бы объект, который будет проигрывать звук. Также он будет private. Это означает, что мы будем использовать вот этот вот элемент SoundPlayer
только внутри вот этого вот кода. Мы не будем использовать каких-то других контент-пейджах, классах и так далее. То есть только вот здесь вот мы будем использовать вот этот элемент. Это хорошая практика считается, распределять, что будет внутри этого кода, а что будет доступно извне. Далее stream, то есть система ее stream. Это как бы поток, в котором мы можем брать всякие частоты и так далее. Waveform — это объект, который отвечает за форму волны, ну, соответственно. Audio Manager — это объект, который будет отвечать за установление звука или его получение. И мы как бы передаем права этому аудиоменеджеру, вот этому объекту setSound, то есть установить звук, из внешнего класса, то есть внешнего кода SoundLevel. То есть мы передаем права как бы из вот этого объекта SoundLevel для setSound. Ну, это грубо говоря. Далее будет набор элементов Normalized Amplitudes, то есть SoundLevel — это какой-то объект, который содержит функции, а вот этот вот Normalized Amplitudes — это просто набор каких-то чисел, да, то есть амплитуды. То есть, ну, звуковая волна, как вы, наверное, знаете или видите, вот здесь вот, содержит немножко пролистал, немножко разные амплитуды, то есть разный разброс. То есть вот здесь вот звуковая волна была не слишком как бы высокая, потом стала выше, да. То есть и за высоту отвечает значение определенное. Сейчас я это немножко обратно уменьшу. Вот. Определенное значение. То есть, например, изначально волна была высотой 1, потом стала 2, 3 и так далее. То есть вот это вот набор тех значений, то есть вот здесь вот хранится набор тех значений, по которым мы будем рисовать волну. Да? И также они будут нормализированы, то есть все эти значения будут находиться в диапазоне от -1 до 1. Это создано для того, чтобы график, вот этот вот нижний, у нас корректно рисовался. Это так и должно быть. И далее идет isHolding plus и isHolding minus, то есть две переменные, типа bool, то есть они могут принимать только правда и неправда значения. Для чего они, расскажу позже. Вот так вот. То есть правда, то есть они хранят единичку и нолик. Это такие два стандартных значения в нашем компьютере. Значит, начнем мы с кнопочки. Какой мы с кнопочки начнем? Сейчас посмотрим. Пожалуй, возьмем изначально Start Button Clicked, да, то есть начнем с нее. Вбиваем Start Button Clicked. И что у нас получается? Когда мы на нее кликнули, если текст нашей кнопочки Start, то есть это дополнительная проверка, на баги. Если текст нашей кнопочки будет Start, то мы делаем определенное действие. Например, выключаем или включаем остальные кнопки. В данном случае это функция такая, в которой я прописал, что мы должны некоторые кнопки включать, некоторые выключать. Вы ее можете просто скопировать, тут ничего сложного, то есть если передается значение true, то есть правда, то есть включить, да, то все кнопочки принимают значение true, то есть они включаются. Если false, то есть неправда, то есть отключить, то все вот здесь указанные кнопочки и вот эти слайдеры, то есть вот эти вот frequency changer'ы, как тут указано, они отключаются. Вот так вот. То есть это функция для включения и отключения кнопочек. Значит, мы устанавливаем, то есть если наша кнопочка называется Start, то есть все окей, мы устанавливаем изначальное значение громкости 1, ну это стандартное значение громкости, включаем все остальные кнопочки, вот это вот true включить, да, затем я почему-то прописал этот pause button отдельно, то есть она включается не вместе с остальными кнопочками, а отдельной командой. То есть этой строкой мы включаем pause button, frequency changer value, то есть начальное значение, это вот pause on с частотой у нас будет 0, да, то есть мы его сначала аннуляем, а потом сразу же делаем 865 ему. То есть если мы используем вот этот вот ползунок несколько раз, то у него остается определенное значение. Например, мы генерировали волну, да, она была на уровне 865 Гц волна.
И затем мы решили остановить генерацию звука и включить заново, да. То есть, когда мы включаем заново, сначала значение старое обнуляется, то есть 865 старое обнуляется, а потом устанавливается дефолтное значение, то есть 865, да. И также название кнопки становится стоп в конце. То есть мы нажали кнопку старт, и она становится стоп. Вот так вот. Просто текст меняется, чтобы при следующем нажатии, да, как бы при первом нажатии вот эта вот генерация звука начиналась при старт. Затем мы меняем ее текст на стоп, да, нажимаем на стоп, и как бы генерация звука останавливается. То есть, еще раз, зачем мы проверяем вот этот текст кнопки, является ли стартом, да? Для того, чтобы определять, что нам нужно делать. Если у кнопочки текст старт, то мы все элементы включаем, начинается генерация звука. Если у кнопочки текст стоп, то вот как бы генерация звука останавливается, кнопочки отключаются, вот все элементы отключаются, и кнопочка снова принимает значение старт, то есть чтобы после нажатия стоп и выполнения всех действий она снова стала старт, мы могли нажать как бы на нее и начать заново. Также, что мы тут делаем? Вот этот pause button, зачем-то устанавливаем значение pause. Насколько я помню, это тоже делается для проверки багов всяких. Если вдруг название этой кнопки поменяется, то мы на этом этапе вернем нужное значение, скажем так. Ну, это чисто формально. И дальше мы как бы передаем значение для вот этого вот графика, wave view. То есть, какие будут амплитуды, вот normalized amplitude, какая будет расстояние между двумя амплитудами, какого цвета будет волна. И затем говорим, что ее нужно построить. Вот так вот. Далее у нас идет pause button, да, то есть это было start button, затем при pause button эта кнопка тоже будет принимать два значения. То есть изначально по дефолту она pause, но при нажатии на паузу она будет резко вставать кнопкой continue. То есть изначально на паузу, то есть мы можем поставить на паузу, но когда генерация частот на паузе, мы можем как бы нажать continue и продолжить генерацию частот. То есть если ее имя равно pause, да, то мы приостанавливаем генерацию частот, включаем или отключаем все нужные и ненужные кнопки и меняем имя вот этой кнопки на continue, то есть продолжить. Затем в следующий раз, когда мы нажмем на эту кнопку, генерация звука возобновится, все кнопки нужные включатся, и она снова станет пауз, чтобы мы могли снова нажать на паузу. Вот так вот. Как-то так. Далее идет кнопка plus frequency, то есть прибавить частоту. Тут есть параметр isHolding, то есть я добавил возможность так, чтобы мы удерживали эту кнопочку, да, плюс. И когда мы удерживаем, частота прибавлялась, чтобы ее не нажимать по 500 раз, чтобы достигнуть определенной частоты. А, например, мы ее зажали и держим, да, и частота потихоньку прибавляется. Вот так вот. Частота должна прибавляться в идеале. Это зависит от устройства, да, некоторые эти значения, но в идеале она должна прибавляться каждые 5 секунд, то есть довольно миллисекунд. Каждые 5 миллисекунд это очень быстро. И если мы удержим кнопку, вот isHolding plus, да, то есть удержание кнопки плюс, то частота прибавляется, и мы таймеру return true, это означает, что возвращаем значение true, означает, что таймер прибавил значение, то есть мы прибавили значение, вернули true, и таймер знает, что нужно продолжать как бы выполнять код, который находится внутри него. Если мы вернем false, таймер остановится, то есть и все. И как бы дальше прибавляться частота не будет к вот этому ползунку. Далее у нас есть функция pulse frequency realized, то есть это была pulse frequency pressed. Я уже говорил, что кнопки плюс частота и минус частота разделены на два этапа, да? То есть когда нажата кнопка, происходит прибавление звука. Когда мы отпускаем realized, значение isHolding переменной становится false, и это сигнал таймеру, что нужно остановиться. То есть, вот, если isHolding plus, то есть можно прописать вот так вот, тут равно true, то есть это, если значение удержания, то есть если означает, что мы сейчас удерживаем
равняется true, да, то таймер что-то генерирует. Если как бы в противном случае, если isHolding pulse равно false, то есть нолик, да, то есть true это 1, false нолик, то тогда мы передаем значению таймеру false, это означает, что останавливаемся и как бы дальше прибавлять частоту не нужно. Вот так вот. То есть minus frequency pressed это то же самое, да, то есть мы как бы нажимаем отнять частоту, да, и происходит те же самые действия, что и с плюс частотой, только с минус. То есть вот и все. Вот, isHolding минус есть. То есть действие абсолютно аналогичное, просто частота уменьшается, когда вы нажимаете или удерживаете кнопку минус или плюс. Вот и все. Возможно, это было немножко сложно, но объясняю, как могу. И далее вот waveform canvas pane surface, как бы оно отвечает за то, чтобы при каждом изменении мы рисовали новое значение графика. То есть вот этот график, например, прибавлении частоты, соответственно, какие-то параметры частоты меняются, и на нем будет отображаться как бы новая волна. Да? То есть при каких-то изменениях мы рисуем новую surface, то есть новый вид, новую как бы значение этого графика, новый его вид. И вот мы проверяем, если waveform, то есть изменения не нулевые, не null, то тогда мы его рисуем. Вот и все. При каждом изменении будет применяться как бы новая прорисовка графика. Вот так вот. Также я надеюсь, что я доступно все объяснил. Если нет, то вы можете все, что хотите, спрашивать в комментариях. Да? Также забыл немножко объяснить, за что. За 4 функции, да, небольшие. То есть первая у нас нормализирует амплитуды. То есть напоминаю, что нормализированные амплитуды это амплитуды, которые лежат в диапазоне от минус 1 до 1, да, в нашем случае. То есть и в реале, как бы в реальной жизни амплитуды, они считаются в герцах, да, и мы эти герцы должны перевести в интервал от минус 1 до 1, чтобы красиво нарисовать график, да, и вот эта функция как раз этим и занимается. Дальше generate audio stream, это как бы генерация потока, скажем так, ну, то есть это подготовка к генерации волны определенной частоты, и этот стрим, то есть эта волна будет длиться определенное количество секунд, после чего будет сгенерирована еще одна волна и так далее. То есть бесконечно длинную волну мы сгенерировать не можем. Да? Поэтому мы генерируем волну, которая, ну, в зависимости от наших потребностей. То есть, например, каждые 3 секунды будет сгенерирована новая волна. То есть одна волна определенной частоты позвучала, остановилась, затем сразу же после нее начинается новая волна. То есть создается ощущение непрерывности или практически непрерывности, но по факту между волнами есть пауза, как бы вот и все. То есть создаем волну какую-то вот синусоидную с определенной частотой, определенной длины в секундах, с определенной амплитудой, и говорим, что еще как бы возвращаем значение для того, чтобы можно было прорисовать эту волну. Вот и все. Далее идет кнопка, или что это функция play sound, то есть когда мы передаем за нее значение частоты и длины, то она проигрывает звук определенное количество секунд. То есть это отвечает за создание generate audio stream, создание непосредственно как бы самого факта волны, а это функция отвечает за то, чтобы эту волну сгенерировать. Далее функция onAppearing, то есть что будет происходить во время появления второй странички, то есть когда мы нажимаем на кнопочку Start, переходим на вторую страничку, и что будет происходить во время появления этой странички. У нас будет возникать предупреждение о том, что могу ли я включить вашу громкость на максимум. То есть это для того, чтобы звук был громче, и как бы мы с помощью этого громкого звука смогли задуть свечу. Вот так вот.
Если да, то мы устанавливаем максимальную громкость устанавливаем просто максимальную громкость. Вот и все. С помощью этой функции setSound, которая имеет возможность устанавливать громкость. Вот. При отключении странички мы моментально останавливаем, например, если у нас генерируется данный звук, и мы решаем, вот, например, генерируется звук, да, мы решаем выйти из этой странички, то есть нажимаем на эту стрелочку, переходим назад, и понятное дело, что если мы переходим назад, то это означает, что мы уже не хотим, чтобы звук генерировался, да. То есть мы отключаем аудиоплеер наш, который проигрывает эту всю... плеер, который отвечает за проигрывание звуков. И сразу же его разрушаем, чтобы он не забивал память. Вот так. Далее я определяю максимальную частоту, точнее максимальную громкость устройства. И здесь я проверяю, что если при выходе из страницы, disappearing, при исчезновении страницы, ваша громкость находится на 70%, то есть максимальная громкость минус четверть громкости, да, то выскакивает уведомление, что вам нужно понизить громкость. То есть это чтобы не навредить вашим ушам в будущем. Например, если вы захотите, не знаю, сразу после генерации звука, вот это вот для задува свечи, послушать музыку, да, то есть и забудете понизить громкость, то это может навредить вашим ушам. И это предупреждение создано для того, чтобы вашим ушам ничего не вредило. И тут еще есть функция frequency changer value change, то есть когда значение этого ползунка меняется, вот это вот, что мы делаем? Мы останавливаем наше проигрывание звука, да, обновляем частоту, то есть на этом ползунке можно устанавливать частоту, то есть перетаскивать вот этот шарик, да, на определенное место, и таким образом будет устанавливаться новая частота. Слева будет минимальная, справа максимальная. То есть перетаскиваем, устанавливаем частоту. Новая частота будет отображаться вот здесь вот, то есть вот здесь вот. Вместо 860 Гц будет установлено, например, 680, да. Затем начинается, включается проигрывание частоты, то есть проигрывание волны, проигрывание звука с новой частотой. То есть мы изменили ползунок, да, вот сюда вот куда-то перетащили его, устанавливается новая частота и начинает играть звук с этой частотой. Затем мы говорим, построен нам также график с новой частотой, вот здесь вот. И invalidate surface, это, если я не ошибаюсь, примени изменения. То есть вот мы установили, что нужно эту волну построить, и дальше invalidate surface, это означает, что примени изменения, нарисуй эту волну. Вот так вот. Ну, вот, в принципе, как это все работает. Я думаю, хотя бы понимание вы теперь имеете. Напоминаю, что мой код будет доступен на GitHub. То есть это платформа, на которой разработчики выкладывают свой код, и оттуда может каждый пользователь интернета скачать. А теперь перейдем непосредственно к тесту нашего, надеюсь, что замечательного, по моему мнению, приложения. Итак, мы приступаем к тесту нашего приложения. У меня есть такой довольно старенький телефон, как старенький, ему лет 5, Nokia 7.1, и у него немножко забился динамик, он до этого был тихий, но сейчас вообще не очень. И поэтому на нем наше приложение будет протестировать вдвойне интереснее. Вот, к слову, и оно, Candly Blower. Мы на него нажимаем, оно с таким значком Xamarin, да, то есть среда разработки, и нас сразу перекидывает на main page, то есть на дефолтную страницу. У меня стоит сейчас максимальный уровень громкости, мы его понизим, чтобы вы увидели все функции. Да? И нажимаем на кнопочку «Старт», и нам говорит: внимание, ваша громкость не на максимуме, могу ли я врубить максимальную? У нас есть варианты No и Yes, соответственно, нет и да. Я выберу да. И как вы видите, сейчас наша громкость теперь максимальная. Да. То есть наше приложение автоматически установило нашу громкость. Пока тут никакой частоты нет. Сейчас я вам коротко покажу, как это приложение работает. И дальше мы уже будем задувать свечу.
Как вы видите, все работает корректно. Даже наш график отображается. Кажется, что правильно. Так что все окей. Теперь перейдем к второстепенным элементам. У нас есть свечка, да? То, что она обычная, с обычным огнем, могу подтвердить тем, что у меня есть проспиртованная, скажем так, вот здесь вот на кончике вы видите такое коричневое, спиртом, точнее духами. Если мы ее подожжем, то она вполне неплохо загорится. Мы ее потушим. Да? Горит это она очень хорошо. И, то есть, все окей, огонь реальный. Да? И теперь мы эту свечку затушим нашим приложением. Угу. Это я случайно вышел на начальную страничку, и приложение нас предупредило, что нужно понизить уровень громкости. Так, мы пока отложим эту дымящуюся конструкцию и постараемся за нашу свечку затушить. Ну что ж, сейчас пойдет стандартная частота 865 Гц. Она самая оптимальная, я ее подобрал и начинаем. Как вы видите, наша свечка потухла, и это значит, что все работает. Если же мы вернемся на начальную страничку, нажмем эту стрелочку, да, нас предупредит, что наш уровень громкости находится на максимальном. И вот действительно он находится на максимальном, и нам нужно его понизить. Сейчас я сфокусируюсь немножко. Вот, все работает.